В этом видео я покажу самые красивые и главные достопримечательности Вроцлава и расскажу, как самостоятельно до них добраться. Вы узнаете про особенности общественного транспорта во Вроцлаве, как найти всех гномов этого удивительного города и получите обзор недорогих кафе, где можно бюджетно перекусить. Также я дам карту расположения всех общественных туалетов, расскажу, как бесплатно попасть в те или иные музеи и как вообще сюда добраться из Украины или других стран. Вы получите удобные маршруты и полный обзор Вроцлава, а также увидите его самые красивые места и некоторые скрытые достопримечательности, о которых многие не знают. В общем, будет много полезной и важной информации, которая пригодится вам для посещения данного города. Чтобы сюда попасть из Украины, можно воспользоваться как поездом, так и автобусом. Цены варьируются от 800 до 1300 гривен за поездку в одну сторону. На автобусе это будет прямой рейс без пересадок, однако ехать придется около 23 часов. Также сюда можно недорого добраться из Берлина или Праги в районе $30. Возможные варианты проезда показаны в обзоре. Если зайти на официальный сайт перевозчика, вы сможете выбрать нужное вам направление. Железнодорожный вокзал и автовокзал Вроцлава расположены рядом друг с другом и недалеко от центра города, в 1,5 километрах. До главной рыночной площади идти минут 20. Однако, кто желает добраться до нее на общественном транспорте, можно воспользоваться трамваем с номером 8 или 9, сев на остановке Двожец-Глувный, если вы находитесь на железнодорожном вокзале, либо на остановке Двожец-Аутобусові, если ехать с автовокзала, и выйти на остановке Галерія Домініканська. Ехать около 5 минут, 2 остановки с ЖД вокзала и 3 остановки с автовокзала, а там уже до Ратуши и площади идти несколько минут. Сам по себе городской общественный транспорт Вроцлава представлен только трамваями и автобусами, поэтому разобраться в нем не составит никакого труда. Дневные маршруты курсируют с 5 утра и до 23:00 вечера в будние дни, а в выходные с 6 утра и до 22:00. Среди ночных маршрутов имеются исключительно автобусы. Они курсируют каждый час, начиная с 23:30 ночи и заканчивая в 5 утра. Кстати, если вам нужно добраться до аэропорта Вроцлава или из аэропорта до центра города, то вам нужно будет воспользоваться автобусом с номером 106 – дневное время и 206 – ночное. Для этого нужно будет сесть в автобус на остановке возле выхода из терминала аэропорта и доехать до железнодорожного или автовокзала Вроцлава – Вроцлав-Глувный. Это будет конечная его остановка. Кстати, как трамваи, так и автобусы курсируют каждые 20 минут. Их расписание есть на официальном сайте, который указан. Различают такие виды проездных билетов. Одноразовый билет стоимостью 4 польских злотых и 60 грошей, чуть больше $1. Курс валют на сегодняшний день составляет $1 – 3,89 злотых, 1 евро – 4,26 злотых. Данный вид билета позволяет воспользоваться одноразовой поездкой одним из видов транспорта, либо автобусом, либо трамваем. При этом его можно использовать для проезда как в ночном автобусе, так и в пригородном на выбор. Следующим видом билета являются так называемые временные билеты от 15 минут до 1,5 часов, а также на 24 часа, 48 часов и так далее. Актуальные цены есть на официальном сайте, который указан. Данные типы билетов дают право на неограниченное количество поездок во всех видах транспорта и линий в течение времени выбранного билета с момента его валидации. Также есть проездные на неделю, месяц или год, цены на которые указаны на официальном сайте. Купить проездные билеты можно в автоматах, которые расположены на остановке или в самом транспорте, а также через мобильное приложение. Подробная информация есть на официальном сайте, который указан. Оплата возможна как наличными, так и картой. Все основные достопримечательности Вроцлава по сути можно обойти пешком без использования общественного транспорта, в особенности если вы приехали на вокзал, который расположен всего в 1,5 километрах от центра города. Первое, что можно увидеть, прогуливаясь от вокзала к рыночной площади, это будет памятник анонимному пешеходу, который находится в 5 минутах ходьбы от вокзала. Он представляет собой группу бронзовых скульптур, которые как будто погружаются в тротуар.
Памятник, кстати, расположен по обе стороны дороги. Дальше по пути вам встретится церковь Тела Христова и оперный театр Вроцлава, возле которого, кстати, расположено несколько симпатичных зданий с интересной архитектурой. Это отель «Монопол», здание с зеленью и церковь святого Станислава, Венцеслава и Доротея, построенная в готическом стиле. Недалеко от церкви находится Королевский дворец с городским музеем внутри. Входной билет стоит 15 злотых до $4. Часы работы показаны на официальном сайте, который указан в видео. Кстати, по четвергам вход на постоянные выставки бесплатный. Подобная практика имеется во многих музеях Вроцлава и не только данного города. Однако дни для бесплатного посещения в каждом музее разные. Данная информация есть на официальном сайте того или иного музея. Дальше в видео я расскажу и про другие музеи, куда можно попасть бесплатно. Если обойти церковь и отель «Монопол» с правой стороны, вы попадете на улицу Шведницка, по которой, по сути, мы уже ранее гуляли, когда шли к оперному театру. Однако самая ее интересная часть начинается чуть дальше оперного. Эта улица считается главной в городе. По ней можно будет увидеть первых гномов, которые раскиданы по всему Вроцлаву, и на сегодняшний день их количество составляет около 600 штук. Для желающих найти как можно больше гномов имеется даже карта с их расположением, которая показана в обзоре. Ссылку на нее я дам в текстовом документе «Инструкция Вроцлава». Но, как по мне, куда более интереснее неожиданно натыкаться на них во время прогулки. Поверьте, вы их встретите по пути в достаточном количестве. На той же улице Шведницка расположено немало фигурок с этими гномиками, среди которых выделяют самого главного папу гнома. Он был первым установленным гномом во Вроцлаве в 2001 году. После чего подобные фигурки стали устанавливать по всему городу. Они символизируют либо значимые события, либо ремесло или какую-то профессию. Для многих туристов квест в виде поиска гномов является весьма увлекательным занятием. В конце улицы Шведницка вы попадете на рыночную площадь, где сможете увидеть одну из главных достопримечательностей – ратушу Вроцлава. В подвале ратуши также расположено знаменитое средневековое заведение «Пивница Свидницка». Она основана в 1273 году и считается самым старейшим рестораном Европы. Вокруг ратуши расположена рыночная площадь с красивыми разноцветными домиками. Если же от улицы Шведницкой повернуть направо, чтобы ратуша оказалась сзади вас, вы увидите собор Святой Марии Магдалины и знаменитый мост, который соединяет две башни данного собора. Этот мост является самым высоким и одновременно самым коротким мостом во Вроцлаве. Его еще называют «Мост кающихся» или «Мост ведьм». Попасть на него можно, преодолев 247 ступенек, откуда открывается очень красивый вид на город. Смотровая площадка работает каждый день с 10 утра и до 20:00 вечера. Цена входного билета составляет 15 злотых, около $4. Также здесь можно приобрести сувениры, но учитывайте, что людей на мостике может быть достаточно много. Возле собора находится симпатичная площадь с фонтаном в виде футбольного мяча и рынок выходного дня. На этой площади, кстати, имеется также общественный туалет. Ссылку на сайт со всеми адресами общественных туалетов я дам в текстовом документе. Здесь вы увидите и адреса, и часы их работы. Туалеты во Вроцлаве платные. Их цена в среднем составляет от 2 до 5 злотых. Бесплатными туалетами можно воспользоваться либо в торговом центре, либо в кафе. Еще бывают бесплатные биотуалеты в парках. Вернувшись обратно к рыночной площади, с левой ее стороны можно выйти к соляной площади Плац Сольный. А с правой ее стороны, на углу рыночной площади, вы увидите знаменитые дома Ясь и Малгося.
построенные в XVI веке. За ними расположена красивая готическая церковь Святой Елизаветы, одно из знаковых сооружений Вроцлава. Башня имеет высоту почти 92 метра и 304 ступени. За отдельную плату в 15 злотых, почти $4, можно подняться на смотровую площадку. Однако подъем по винтовой лестнице не особо легкий. Если же обойти церковь Елизаветы, то можно попасть на одну из скрытых достопримечательностей Вроцлава, которая расположена в узкой улочке, где когда-то забивали животных и торговали свежим мясом. Сейчас здесь расположились киоски с сувенирами и памятник домашним животным. Далее, если направиться к реке Одра, вы выйдете к Поморским мостам, которые были отремонтированы и снова открыты в 2023 году. По пути вам также встретится университет Вроцлава, где за 20 злотых, около $5, можно посетить 4 зала университета, среди которых будет очень красивый зал Аула Леопольдинска, украшенный фресками. Также в эти деньги включен подъем на математическую башню, откуда открывается вид на город. Есть варианты билетов с посещением только 2 или 3 залов, но разница в цене несущественная. Часы работы каждый день, кроме среды, с 10 утра и до 17:00 вечера. Кстати, при университете имеется столовая, которая работает по системе шведского стола. Цена блюд составляет около 6 злотых за 100 грамм. В среднем на 25-30 злотых, $7-8, можно нормально поесть. Столовая работает каждый день с 10 утра и до 19:00 вечера. После того, как вы пройдете университет, вы дойдете до одной интересной церкви, которая совсем неприметная снаружи, но очень красивая внутри, с огромным количеством скульптур и расписными потолками. При этом вход в нее бесплатный, поэтому очень советую ее к посещению. Возле церкви находится здание Национальной библиотеки Осолинео с симпатичным двориком внутри. Недалеко от нее расположился собор Святого Винсента, украинский греко-католический храм, и крытый рынок Вроцлава, который работает каждый день с 8 утра и до 18:30 вечера, кроме воскресенья. Цены здесь выше, чем в супермаркетах, но выбор большой. Ну а дальше можно перейти самый старый мост во Вроцлаве, чтобы попасть на Тумский остров. Перед этим вы пройдете пару церквей с интересной архитектурой и выйдете на Тумский мост. На Тумском острове также расположено несколько храмов. Первый, который встретится по пути, будет храм Святого Христа и Святого Варфоломея. А чуть дальше вы увидите главный и величественный кафедральный собор Вроцлава. Для посещения башни со смотровой террасой нужно заплатить 25 злотых, около $6,5. Виды билетов с ценами есть на официальном сайте. В 4 минутах ходьбы от кафедрального собора расположена высшая духовная семинария. Также недалеко находится ботанический сад, который работает каждый день с 9 утра и до 19:00 вечера. Цена входного билета составляет 30 злотых или $7,5-8. После прогулки по Тумскому острову можно вернуться на противоположную сторону, где почти сразу возле моста вы увидите красивое здание Национального музея. На официальном сайте вы найдете расписание с часами работы музея и цены за вход, которые стартуют от 20 злотых или чуть больше $5. По субботам с 10 утра и до 17:00 вечера вход бесплатный на постоянные выставки. Недалеко от Национального музея расположен Грюнвальдский мост, с которого открываются красивые виды на Вроцлав. Кто желает посетить Небесную башню Sky Tower, нужно сесть во второй трамвай на остановке Ужгород-Воеводский, расположенной возле Национального музея, и, проехав 6 остановок, около 12 минут, выйти на остановке Вьелка. Направление у трамвая будет к Шики. Сюда можно и дойти пешком. От Национального музея идти придется около 40 минут. Чтобы подняться на смотровую площадку, можно купить билет онлайн на официальном сайте за 49 злотых или $12,5. Часы работы башни каждый день с 9 утра и до 20:00 вечера. Также в Небесной башне можно посетить музей Калейкова, где вы увидите построенные из мелких деталей миниатюры городов с их достопримечательностями и разные модели поездов. Цена билета составляет 43 злотых или $11.
Музей работает каждый день с 10 утра и до 18:00 вечера, в выходные до 19:00. Еще одной скрытой достопримечательностью в Небесной башне является выставка пауков, которая работает каждый день с 10 утра и до 20:00 вечера. Цена билета составляет 29 злотых или $7,5. Ну и последней интересной достопримечательностью Вроцлава является Вроцлавский фонтан, где каждый час проходит световое шоу на разные музыкальные темы. Фонтан с шоу работает с 10 утра и до 22:00 вечера. Но, как советуют бывалые туристы, лучше всего сюда приходить на вечернее шоу, в особенности в 21:00. Именно в это время стартует лучшее представление. Доехать до фонтана можно от Небесной башни, сев во второй трамвай на остановке Вьелка и доехать до остановки зоопарка. Ехать 26 минут, 12 остановок, а там уже до фонтана идти минут 5. Можно также посетить и зоопарк, который расположен рядом. Цена билета стартует от $15,5. Часы работы указаны на официальном сайте. Чтобы потом добраться от фонтана обратно на вокзал, нужно будет сесть во второй трамвай на остановке зоопарка и доехать до остановки Дворжец-Главный. Ехать минут 18, 9 остановок. Если же в планах нет посещения фонтана, то от башни можно доехать или дойти пешком до вокзала Вроцлава. Идти около 20 минут, 1,5 километра. Кто желает доехать, можно сесть в тот же трамвай номер 2 на той же остановке возле башни Вьелка и доехать до остановки Дворжец-Главный. Кстати, во Вроцлаве в 2023 году в июле по субботам проводились бесплатные экскурсии, начиная с 11 утра и заканчивая в час дня. Маршрут был всегда разный. Записываться при этом не нужно было. Достаточно было прийти за 15 минут на обозначенное место до начала экскурсии. Также есть варианты экскурсий без фиксированной платы, где каждый оставляет столько денег, сколько посчитает нужным. Экскурсия проводится на разных языках и длится 2,5 часа. Расписание и варианты данных экскурсий есть на сайте, который показан. Ссылку на него я также дам в текстовом документе. Что же касается еды и национальных блюд, которые стоит попробовать в Польше, среди них, конечно же, выделяют знаменитый суп журек с мясным бульоном, пироги, что-то вроде вареников с различной начинкой, среди которых пользуются популярностью мясо, картофель и сыр. Бигас – блюдо, приготовленное из квашеной капусты и тушеного мяса, и мажурек – пирог из песочного теста с различной начинкой. На карте я выделила несколько недорогих кафе, где можно бюджетно поесть. Среди них есть кафе Ла Пьона, про которое я ранее рассказывала, оно работает по системе шведского стола. Еще одним подобным заведением является кафе Марш Свидницка. Оно также работает по системе шведского стола и в районе 10-15 злотых, около $4, здесь можно нормально поесть. Также с 18:00 и до 19:00 в будние дни здесь есть 50% скидка на еду. Однако в это время людей будет много. Еще одним недорогим кафе является бар «Млечный». Он расположен в центре города недалеко от рыночной площади. Цены и меню есть на официальном сайте. Также прямо возле ратуши есть еще одно недорогое кафе «Вега», где можно отведать вегетарианскую кухню. Порции достаточно большие. Напротив ратуши расположена знаменитая пирогарня «Старый млын», где можно попробовать пироги. Польскую традиционную кухню можно также отведать в кафе «Чиз Ходы». По отзывам пишут, что еда вкусная, при этом порции большие. А вот самое вкусное авторское мороженое можно отведать в кафе «Рома», которое работает с 1946 года. Цены стартуют от $2 за порцию. Выбор заведения во Вроцлаве достаточно большой на любой вкус и кошелек. Остается только выбрать удобное для вас расположение и придерживаться правила: чем дальше от центра, тем дешевле. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры с инструкцией к путешествию.